Привет, мне на даче потребовалось прокопать траншею под водопровод, и для этого я сделал такую вот траншейную, или как ее еще называют, дренажную лопату. Если вы хоть раз копали траншеи, вы понимаете, насколько это тяжелый труд. Эта лопата как раз сделана для облегчения этой работы. В отличие от обычной лопаты, у нее узкая и длинная штыковая часть, благодаря чему, я как полагаю, выкопать траншею будет легче. В видео я покажу процесс создания лопаты, ну и в конце попробую выкопать траншею. Вы посмотрите, так ли она эффективна. Для изготовления лопаты я взял 3 трубы. Для лезвия трубу диаметром 90 сантиметров, для древка диаметром 34 сантиметра, ну и для наступа, или как он там называется, диаметром 16. Для изготовления лопаты особо большая точность не нужна, поэтому сделал разметку от руки. Самое главное, чтобы внутри лезвия не был сварной шов. Сделал небольшое сужение от верха к низу лопаты. Конец лопаты сделал заостренным, чтобы проще было вкапываться и перелезать различные корни. По размеченным линиям болгаркой вырезаем контуры лезвия лопаты. Таким же образом вырезаем наконечник лопаты. Зачистным кругом выравниваем срезанные линии и делаем заточку лопаты вовнутрь. Обдирочным диском удаляем старую ржавчину и грязь с поверхности трубы. Из тонкой трубы отмечаем упор для ноги. Также отрезаем древко для лопаты и готовим наши детали к сварке. Сначала соединяем все прихватками. После того, как убедились, что все получилось ровно, обвариваем все окончательно. Ну и в конце концов зачистка и покраска лопаты. Я в последнее время использую молотковую краску. Она довольно прочная и мне очень нравится.
Ну и приступаем к копке лопатой. В этом месте очень много веток и корней, и поэтому вкапываться немного тяжело. Копать такой лопатой совсем не сложно. Я бы сказал, как бы медленно, но не тяжело. Где-то за час я вырыл около 35 метров траншеи. В траншею вложил трубу и засыпал землей. А это серый прораб проверяет качество работ. Ну и теперь про размеры лопаты. Длина штыка 46 сантиметров. Упор для ноги шириной 24 сантиметра. Длина древка 95 сантиметров. Ручка с шириной 15 сантиметров. Общая длина лопаты получилась 130 сантиметров. Конструкция лопаты оказалась вполне себе удачной, но я рекомендовал бы использовать тонкостенные трубы, чтобы вес лопаты был все-таки полегче. А в этих местах по краям я бы поставил два ножа, чтобы они прорезали газон. Но это надо экспериментировать. Если у вас есть вопросы по поводу этой лопаты, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу на все вопросы. Ну, на этом все. Всем удачи, пока.